Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Близнецы. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 20 по 31 августа. Давайте узнаем, что произойдет до конца августа месяца. С чем это будет связано? У нас сегодня две колоды. 78 дверей колода и золоченое таро, которую прорисовал Чиро Маркетти. Давайте 78 дверей рассмотрим как открытые двери или закрытые. И это где-то принципиально важное значение имеет. Или будем подбирать ключи к какой-то двери. Может быть, сами куда-то не пойдем, почему нет? Достанем три карты как ключевые события в эту декаду, в эти 10 дней. Итак, что произойдет? Как основное что-то, да? С чем это будет связано? Итак, три карты, три ключевых события. Может быть, и судьбоносных событий, кто знает. Может быть, важное какое-то решение вы будете принимать. И давайте посмотрим общий фон энергии, ваше настроение. Как вы это будете чувствовать? Неожиданности, с которыми вы можете столкнуться, или неожиданной информации. По основным сферам жизни это ваши достижения, финансовая стратегия, тактика, да, деньги. И отношения, любовь, личная жизнь, ну или в целом взаимоотношения ваши близкие, ваши родственники. Достанем карту совет, которую откроем в самом конце. Давайте узнаем, что же тут. О, король Пентаклей, вы тут в чем-то уверены. Значит, для вас уже что-то прояснилось, можно сказать так. Или вы с чем-то определяетесь. Может быть, это и получение денег, могут быть по этой карте важные персоны по части ваших достижений, согласований по работе. Или откуда к вам приходят деньги. Может быть, это и бизнес-партнерство. Возможно, это и человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли. Телец, Дева, Козерог или имеет там асцендент. Но все же эта карта прагматика, мои дорогие. Это карта консерватора, у которого, ну, каких-то там иллюзий нет. Но вообще у вас все под контролем. По крайней мере, то, что нам на карте изображено, это вы сами открываете этот сейф и пересчитываете свои доходы. Но, видимо, доходы и что есть в конкретном моменте здесь и сейчас. Ух ты! Вопросы любви, вопросы семьи. Может быть, это и выбор своеобразный. Но для тех, кто в паре, посмотрите, тут что-то очень доброе, какие-то хорошие новости. Может быть, это будут связанные новости от ваших детей для тех, кто человек семейный. Может быть, это вы вместе на отдых куда-то отправитесь или будете планировать что-то по улучшению своего гнездышка семейного. Или, ну, тут самые приятные моменты. Тут и чувства, понимаете, потому что все-таки десятка кубков. Тут и какая-то, ну, как материальная сторона, когда она вас устраивает. По крайней мере, ну, может быть, и не на 100% будем реалистами, но все прогнозируемо. Но ключи, видимо, подбирать придется. Вообще, по восьмерке жезлов еще и предполагаются какие-то неожиданные новости. Может быть, вы и где-то допускали, что именно так будут развиваться события, поэтому вам не составит труда подобрать ключи к какому-то человеку или с кем-то договориться. Может быть, это даже жезлы, все же дела, работа, бизнес и документы, согласования, какие-то важные инстанции, тут тоже может быть. Или когда вам нужно вот с таким королем Пентаклей провести какие-то успешно переговоры, и тогда ключи вы определенно подберете. Но и внешняя ситуация, она тоже на вас в виде новостей. Может быть, это даже те новости, которые мы слышим в средствах массовой информации. Но каким-то образом это влияет и на вас тоже. Значит, перекладывать это как-то надо на себя. Но нет ничего невозможного. И пусть нам карта мага не выпала, но вы сами по этим трем картам, словно маги и волшебники, главное понимать, чего мы хотим, да? Куда мы будем эти ключи подбирать? Закрытых дверей нет. Вообще, вот смотрите, каково настроение. По четверке мечей мы приводим мысли в порядок, тело в порядок. Это где-то мы и не торопимся, безусловно. Но и мыслительный процесс, и будем говорить, ваш интеллект, мои дорогие, дает правильные подсказки. Может быть, и есть какая-то тема, которую нужно решать рационально, без эмоций. А с учетом всех
выпавших карт в колоде 78 дверей. И когда дверей-то закрытых нет, может быть, даже карта дает такую подсказку «отдохни». Может быть, это то время, когда и не стоит торопиться. Вот эти ключи нужно подумать, каким образом, куда подбирать. И где-то дать себе паузу. Может быть, это даже несколько дней какая-то передышка может означать для вас очень важная перезагрузка. Уставшие люди делают ошибки, по крайней мере, я вижу, что вам карты настоятельно рекомендуют не устраивать себе самому или самой какой-то многозадачности, неожиданности. Ну, могут быть такие неожиданности, да, вот как этот ключ. Что интересно, по аркану справедливости иногда этот аркан трактуется как закон кармы, причина и следствие. Вот вам, наверное, может быть, это касается отношений, и вам нужно понимать, что к чему идет. Если сложились, допустим, отношения в какой-то прежний период, может быть, это связано с недавним знакомством, но аркан справедливость предполагает меру ответственности. Вот вам определить, вы готовы брать какую-то ответственность. Пусть это будет и вопросы работы. Но тогда в каком ключе, в каком объеме? Какой взаимообмен у нас идет, да? Если я выполню работу, что я от этого получу? Или какое жалование мне определят, или сколько денег мне буквально заплатят? Ну вот есть какая-то тема, которую обдумать нужно. Причем и с позиции закона понимать, как закон действует в отношении вас. И кто-то будет обдумывать, готов ли я вот эту ответственность брать на такие более серьезные, весомые какие-то заявления, которые могут последовать, да, после того, как вы кому-то что-то пообещаете, или, может быть, насколько вы готовы углубиться в каком-то деле, теме, и на какую дистанцию вы готовы что-то продолжать. Вот тут не приблизительно, а вполне конкретно может стоять вопрос. Ваши достижения. Смотрите, какой у вас интересный расклад. А ведь правда, у кого-то может быть даже бракосочетание или планируемое что-то. Это для тех, кто недавно совсем, может быть, знаком. Ну, или пусть вы какое-то время встречались, общались, дружба была. Ну, вот уже не одна карта нам об этом говорит. И тогда пусть это вам карта праздника после победы. И для кого-то это будет действительно какой-то прорыв в вашем труде или в вашей карьере, построении ее. Ну, что-то хорошее такое, когда мы занимались чем-то и теперь видим результат, самое главное. И это как праздник, мы воодушевлены, мы чем-то рады. Вот вы будете чему-то радоваться. А для кого-то, пусть это у нас на сферу достижений выпадает карта, а у нас семья, то вот, пожалуйста, правда, вы будете что-то планировать со своим любимым человеком, ну или со своей семьей, со своими близкими, но вам это будет нравиться. Успешная карта. Финансы. Мы рассматриваем карту в прямом значении. Это так получилось, мои дорогие. Карта повешенного говорит о том, что, ну, наверное, в ближайшее время где-то на паузу могут стать деньги. Вы сами можете тоже что-то поставить на паузу в плане финансов, отказаться от каких-то трат, потому что либо первоочередное что-то другое, да, вы тут будете явно свой бюджет как-то, ну, если не перекраивать, то пересматривать факт, чтобы на все хватило. Может быть, это вы видите, что в ближайшее время поступления денег не будет. И вроде бы деньги есть, да, но, видимо, даже ту сумму, которую вы имеете, вам нужно каким-то образом распланировать. Может быть, и денежный вопрос не дает продвинуться какой-то иной ситуации. Но в любом случае, если мы ведь рассматриваем 10 дней, не такой длительный период для истории, будем говорить. Но, видимо, в эти 10 дней к финансам все-таки нужно относиться аккуратно. По крайней мере, такие глобальные какие-то траты, серьезные покупки, когда выпадает аркан повешенный, но не очень рекомендуются. Будьте прозорливый, внимательный. Ну и если мы на личную жизнь, любовь, что ты тут скажешь? Двойка кубков и взаимопонимание. Тут и взаимопонимание среди друзей, среди единомышленников, с вашей семьей, с вашими близкими. Полная дипломатия.
Ну и с вашим любимым человеком полная любовь на уровне чувств или любовь без слов. Любовь, верность, эмпатия. Когда хочется быть дома, хочется быть с тем, кого рад видеть, кто тебя воспринимает таким, какой ты есть. Ну, волшебный период может быть для вас окончание августа, карта совет, девятка жезлов. Выходи уже из какого-то ограничения или того забора, который ты себе построил. И, кстати, для тех, кто один или одна, задуматься, у вас добрые энергии, посмотрите. Может быть, и стоит прекратить это одиночество, проститься со своим сольным исполнением собственной жизни. Тогда искусство мелких шагов. И вообще, карту можно, мы ведь совет рассматриваем, именно как искусство мелких шагов. Пусть предыдущий период был связан, предположим, даже с тем, что вы что-то поставили на паузу. По девятке жезлов мы так и делали до этого времени. Нам показан воин. И в классических колодах Таро этот воин еще и с перевязанной головой. То есть опыт он уже где-то получил. Голова перевязана. И мы не должны этот опыт повторить. Значит, нужно как-то мудро, гибко взаимодействовать со всем, что мы имеем. Видимо, решение какое-то важное вы будете принимать, а следом искусство мелких шагов. И правда, тут куда-то торопиться вот не стоит, имеется в виду, когда, знаете, мы где-то спонтанно очень принимаем решение, а потом начинаем думать. То есть сначала мы пообещали, может быть, это просто обещание на уровне, а потом мы начинаем думать. И понимаем, а нет, что-то не то наобещал, что-то я тут не то придумала, надо как-то переиграть. Так вот, думайте на берегу, решайте на берегу. Вот нам все карты говорят, для тебя прекрасное время. Но вы, близнецы, должны как-то это дело очень тщательно проанализировать. Может быть, для себя стратегию, тактику какую-то новую разработать. Быть готовым корректировать мелкие планы, чтобы какая-то главная цель была ваша достигнута. Для вас нет ничего невозможного. Но понимать вот эту меру ответственности, чтобы не создать для себя самого какую-то путаницу, ну а может быть и не создать путаницу по работе, по финансам, по личной жизни тоже. Но, повторюсь, конец августа определенно вас может чем-то волшебно порадовать. Перекладывайте на себя. Я благодарю, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.